А что, если это действительно последний раз, когда мы видим Чингука и Тэхёна рядом в 2026 году? Что-то изменилось, и AR и MUI по всему миру почувствовали это мгновенно. Улыбки стали мягче, зрительный контакт короче, а тишина между ними ощущалась громче, чем когда-либо. Фанаты плачут, теории взрываются, и один вопрос разбивает всем сердце. Никакого объявления не было. Никакой драматической пресс-конференции, никакого официального заявления от HYBE. И все же каждый AR MUI в мире почувствовал это. Что-то в отношениях Чингука и Тэхёна в начале 2026 года изменилось. Дело было не в том, что они говорили. Дело было в том, что они не говорили. Церемония награждения. Они стояли ближе к другим участникам. За кулисами. Они смеялись, но не так, как раньше. На групповых фотографиях. Их плечи больше не соприкасались естественным образом. Их взгляды встречались, но лишь на секунду, прежде чем они быстро отводили взгляд. Фанаты заметили это и почувствовали. В социальных сетях начали шептаться. Они больше не похожи друг на друга. Почему кажется, что они избегают друг друга? Что-то произошло между Чингуком и Тэхёном? Ни у кого не было доказательств, но у всех было предчувствие. А иногда чувство громче фактов. Момент, который нарушил хронологию событий, произошел во время обычной прямой трансляции. Ничего особенного не планировалось. Просто обычная трансляция BTS. Расслабленная, без сценария, привычная. Тэхён рассказывал о своих сольных проектах. Чингук сидел рядом с ним, кивал и тихо улыбался. Затем Тэхён сказал что-то, что изменило все. «Этот год кажется мне новой дорогой». Он сделал паузу. Недолгую, но достаточную, чтобы Чингук посмотрел на него. Не с улыбкой, не со смехом. С чем-то нечитаемым. Рука Чингука медленно сжалась у него на коленях. И впервые за много лет он не ответил. Чат замер. AR и MUI замерли, потому что тишина сказала то, что слова не могли сказать. Когда фанаты начали плакать, фрагменты прямой трансляции мгновенно стали вирусными. Были сделаны монтажные склейки. Повторы в замедленном режиме. Крупные планы выражения лица Чингука. Скриншоты паузы Тэхёна. Фанаты по всему миру начали писать. Этот взгляд причинял боль. Это было похоже на прощание. Почему кажется, что нас готовят к расставанию? Посыпались письма от фанатов. Хэштеги становились популярными по всему миру. Не из-за гнева, не из-за ненависти, а из-за страха. Страха потерять связь, которая утешала миллионы более 10 лет. И в глубине души все задавали один и тот же тихий вопрос: наблюдаем ли мы начало прощания? С того дня фанаты стали обращать внимание на все. Каждое выступление, каждое интервью, каждый закулисный ролик, и эту закономерность стало невозможно игнорировать. Чингук и Тэхён все еще стояли на одной сцене, но расстояние между ними казалось больше, чем прежде. Они улыбались, но не друг другу. Они смеялись, но не вместе. Они говорили, но редко друг о друге. Не было холодно. Не было злости. Было тихо. Тишина, которая наступает только после того, как что-то уже сломано. AR и MUI стали называть это невидимой стеной. Стеной, которую нельзя коснуться, но можно почувствовать. Интервью, которое изменило все. Затем последовал простой вопрос: как вы относитесь к своему будущему как команды в 2026 году? Тэхён ответил первым. Он улыбнулся, но глаза выглядели усталыми. Мы все растем, а рост иногда означает идти разными путями. Даже если вы все еще часть одной истории. В комнате воцарилась тишина. Интервьюер взглянул на Чингука. Чингук сглотнул. Он помедлил всего секунду, прежде чем заговорить. Некоторые связи не исчезают. Они просто меняются.
Меняться, а не оставаться. Не навсегда. Меняться. У фанатов сжались сердце, потому что слово «изменение» никто не готов был услышать. Когда воспоминания начали причинять боль, всплыли старые кадры, где Чингук гоняется за Тэхёном за кулисами. Тэхён опирается на плечо Чингука во время долгих репетиций. Шутки, понятные только им двоим, обмен взглядами, невысказанные обещания. То, что когда-то казалось теплым, теперь стало болезненным. Потому что все видели, как много изменилось. AR/MUI начали писать. Это похоже на воспоминания, а не на моменты. Кажется, мы наблюдаем за прошлым, а не за настоящим. Почему все уже кажется прощанием? И медленно, тихо потекли слезы. Вопрос, который никто не осмеливается задать. Никаких объявлений не было. Никаких официальных заявлений. Никаких подтвержденных планов на будущее. Но это чувство есть, тяжелое, неизбежное, невысказанное. Потому что иногда конец не приходит со взрывом. Иногда он приходит с молчанием и одним мягким, пугающим вопросом. А что, если это действительно начало прощания? Это произошло после поздней репетиции. В здании было тихо. Большая часть персонала уже ушла. Оставался лишь гул света. Тэхён сидел один в репетиционном зале. Листал ленту телефона. Сообщения от фанатов, сообщения от друзей, но одного имени не было. Чингук. Он положил телефон и впервые за много лет посмотрел на свое отражение в зеркале. Казалось, он устал притворяться, что все в порядке. Через несколько минут дверь открылась. Чингук стоял там, не улыбаясь, не смеясь, просто стоял. Сначала они ничего не говорили, потому что иногда самые сложные разговоры начинаются с молчания. Слова, которые чуть не разрушили их отношения, произнес Тэхён первым. «Ты тоже это чувствуешь?» Чингук медленно кивнул. Еще одна пауза. «Такое ощущение, что мы стоим на разных страницах одной книги», – прошептал Тэхён. Голос Чингука был едва слышен. «И я не знаю, как перевернуть страницу, не потеряв тебя». Тэхён отвел взгляд. «Может быть, мы не теряем друг друга», – тихо сказал он. «Может быть, мы просто становимся чем-то другим». Другим. Это слово снова. Чингук закрыл глаза, потому что слово «другой» все еще казалось слишком близким к прощанию. Когда любовь становится воспоминанием с той ночи, ничто не выглядит прежним. Не то, как они стояли на сцене. Не то, как они шутили, не то, как они улыбались. Все стало медленнее, тише, тяжелее. Фанаты чувствовали это, даже не понимая почему. Потому что, когда связь, которая когда-то казалась бесконечной, начинает угасать, вам не нужно объявление. Вы это чувствуете. Я – тишина. Я – то, как два человека перестают искать друг друга в глазах. Несколько недель спустя Тэхён опубликовал простое сообщение: «Некоторые люди – это главы, а не концы, но и не начала». Он никого не отметил. Он ничего не объяснил, но все поняли. Комментарии заполнились смайликами с плачущими лицами, разбитыми сердцами и одной повторяющейся фразой: «Пожалуйста, пусть это не будет о Чингуке». Но в глубине души все уже знали, что это такое. Первый мировой тур 2026 года начался под ослепительными огнями и оглушительными аплодисментами публики. BTS выглядели идеально, мощные, улыбчивые, профессиональные, но за хореографией что-то было не так. Чингук и Тэхён по-прежнему выступали бок о бок, но их движения больше не были направлены друг на друга. Ни игривых взглядов, ни тихих улыбок, ни невидимых нитей, связывающих их. Фанаты это заметили. Аплодисменты становились все громче, но расстояние между ними оставалось тихим. В конце первого концерта Тэхён замер на мгновение дольше обычного. Он посмотрел на толпу. Затем, всего на секунду, его взгляд скользнул к Чингуку. Чингук уже смотрел на него.
Их взгляды встретились, не теплые, не яркие, а глубокие, словно они говорили все, что им нельзя было сказать вслух. А потом они оба отвели взгляд. Ни слов, ни объятий, ни улыбок, только тишина. И тишина еще никогда не причиняла такой боли. Когда фанаты наконец не выдержали той ночью, социальные сети взорвались. Вы видели этот взгляд? Почему это было похоже на прощание? Мое сердце больше не выдержит. Ленту заполонили отредактированные видео, грустная музыка, замедленная съемка, выцветшие фильтры. AR и MUI плакали, потому что даже без подтверждения казалось, что они наблюдают, как что-то драгоценное ускользает сквозь пальцы. Вопрос, который не исчезает, никакого объявления не последовало. Никакого заявления. Никаких ответов, только чувства. И самое тяжелое чувство из всех. Ощущение, что что-то прекрасное тихо заканчивается. Не шумом, не драмой, а тишиной. И один мучительный вопрос, который остается в каждом сердце: являемся ли мы свидетелями последней главы Чингука и Тэхёна, какими мы их знаем? Это появилось без предупреждения. Официальный тизер. Официальный обратный отсчет. И официальный намек – всего лишь одно рукописное письмо, опубликованное на личной странице Тэхёна. Одна только первая строчка заставила сердце AR и MUI остановиться, некоторые чувства слишком тяжелы, чтобы нести их в тишине. Он не назвал имен, но все знали. Слова, которые ощущались как прощание, продолжались в письме. Есть люди, которые навсегда меняют твою жизнь. Даже если они больше не остаются рядом с тобой. У фанатов сжалось сердце. Некоторые связи не должны исчезнуть, но и не должны остаться прежними. А затем строчка, которая всех потрясла: «Если ты когда-нибудь почувствуешь, что я отдаляюсь, пожалуйста, знай, что это не потому, что ты значил для меня меньше, а потому, что ты значил слишком много». AR и MUI плакали. Потому что эти слова не казались драмой. Они ощущались как завершение. Молчание Чингука. Чингук ничего не публиковал, ни писем, ни разъяснений, ни заверений. Но на следующем концерте произошло нечто незначительное. Когда Тэхён проходил мимо него на сцене, Чингук на секунду протянул руку и слегка коснулся руки Тэхёна. Это было едва заметно, но этого было достаточно. Тэхён замер. Ненадолго, но достаточно долго. А затем он ушел. Толпа закричала, но они оба не оглянулись. Когда все наконец поняли, этот момент стал вирусным по всему миру. Видео замедляли, увеличивали, анализировали покадрово. И впервые AR и MUI перестали задавать вопросы. У них уже был ответ. Не в словах, а в чувствах, которые прерывают молчание. Это конец, как два человека, которые когда-то не могли расстаться, теперь не могут быть близки. Конец, который не громкий. Концы не сопровождаются слезами на сцене. Они сопровождаются тишиной, дистанцией, принятием, воспоминаниями, которые кажутся теплее настоящего. И поэтому 2026 год стал годом, который AR и MUI всегда будут помнить. Не как год, когда что-то сломалось, а как год, когда что-то прекрасное стало воспоминанием. Спустя годы фанаты все еще будут говорить о 2026 году не как о годе скандалов, не как о годе хаоса, а как о годе, когда что-то тихо изменилось. Старые видео всплывали в лентах: смеющийся Чингук, игривый Тэхён. Два парня, которые когда-то казались родственными узом, и люди улыбались, чувствуя, как сжимается их грудь. Потому что некоторые связи не заканчиваются гневом. Они не рушатся. Они не взрываются. Они просто становятся воспоминаниями. Теплыми, прекрасными, недоступными. Где-то на разных путях одного и того же мира Чингук услышал бы знакомую песню и остановился. Тэхён увидел бы старую фотографию и мягко улыбнулся. Никто из них ничего бы не сказал, потому что самые важные прощания – это те, которые навсегда остаются в сердце. И AR и MUI наконец-то поняли бы, что не каждая история любви заканчивается громко.
Некоторые заканчиваются тихо и живут вечно как воспоминания, которые никогда не исчезают. Люди думали, что 2026 год – это год прощаний. Но они ошибались. На самом деле это был год паузы. Год, когда двум душам, выросшим вместе, просто нужно было дышать раздельно, чтобы не потерять друг друга навсегда. Воссоединение, которого никто не ожидал, произошло тихо. Без пресс-релиза. Без заголовков. Просто закулисный ролик с благотворительного концерта. Тэхён поправлял микрофон, когда знакомый голос тихо произнес: «Ты все еще слишком высоко его наклоняешь». Он медленно замер. Он обернулся. Там стоял Чингук, улыбаясь. Не сценической улыбкой. Старой улыбкой. Той, которая казалась родной. Тэхён тихо рассмеялся. Настоящим смехом. «И ты все еще замечаешь во мне все», — ответил он. Объятия, исцеляющие годы. Камеры не должны были это запечатлеть, но одна запечатлела. Чингук шагнул вперед. И, не говоря ни слова, обнял Тэхёна. Не быстро, не легко, а крепко, как человек, боящийся снова потерять что-то драгоценное. Руки Тэхёна медленно поднялись, и он обнял его еще крепче и дольше. Словно вся тишина 2026 года наконец-то растаяла. Сотрудники вокруг них замолчали. Потому что некоторые объятия не просто утешают, они исцеляют. Слова, которые Чингук наконец произнес позже тем вечером. Чингук опубликовал короткое сообщение. Некоторые люди – это не главы, это сама история. Можно идти разными путями и все равно вернуться к одному и тому же сердцу. Он никого не отметил, но Тэхён ответил одним смайликом, и RM снова расплакались. На этот раз не от страха, а от облегчения.